Иран готов говорить, но только с Джей Ди Венсом. Трамп уверяет, сделка уже практически в кармане, и она будет лучше, чем у Обамы. Эммануэль Макрон в Польше с Дональдом Туском говорили о безопасности, обороне и сотрудничестве между Францией и Польшей. Фридрих Мерц хочет ладить с Трампом, но говорит, это сложно. Украина готовится к возобновлению транспортировки российской нефти по нефтепроводу «Дружба», сообщают СМИ и победитель венгерских выборов Мадьяр. Уже как год после смерти Папы Франциска. Какое наследие оставил понтифик? Великобритания празднует 100 лет со дня рождения королевы Елизаветы. В Букингемском дворце открыли выставку королевских нарядов. От свадебного платья и до коллекции шляпок. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Переговоры между США и Ираном могут состояться, но при условии. По данным журналиста MSNBC Now, Акайлы Гарднер, иранская делегация во главе с Мохаммадом Галибафом и Аббасом Аракчи готова вылететь в Исламабад, но только если на переговорах лично будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Венс. Тегеран фактически требует прямого контакта на высоком уровне и не хочет отправлять представителей на встречу более низкого ранга, отмечают аналитики. Ранее Аль-Джазира писала, что переговоры находятся под угрозой срыва. Главные разногласия касаются ядерной программы Ирана, американских санкций, ситуации в Ормузском проливе и гарантий безопасности в регионе. По данным издания, обе стороны сохраняют жесткие позиции и пока не готовы идти на серьезные уступки. Газета «Нью-Йорк Пост» сообщала, что администрация США все же направляет делегацию в Пакистан. В ее составе ожидаются Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. При этом Дональд Трамп заявил, что готов лично встретиться с иранским руководством, если это поможет достичь соглашения. Президент США Дональд Трамп заявил, что новая ядерная сделка с Ираном будет значительно лучше соглашения 2015 года. По его словам, переговоры идут быстро, а будущая договоренность должна обеспечить безопасность США, Израиля и всего Ближнего Востока. Сделка, которую мы заключаем с Ираном, будет намного лучше, чем JCPOA, обычно называемая ядерная сделка с Ираном, подписанная Бараком Обамой и сонным Джо Байденом, одна из худших сделок, когда-либо заключенных в вопросах безопасности нашей страны. Это был гарантированный путь к ядерному оружию, чего не произойдет и не может произойти при сделке, над которой мы работаем. Они действительно передали 1,7 миллиарда долларов наличными с зелеными, загрузили их в Boeing 757 и отправили в Иран, чтобы иранское руководство тратило их, как пожелает. Он опустошил все банки в округе Колумбия, Вирджинии и Мэриленде. Те банкиры говорили, что никогда не видели ничего подобного. Кроме того, Ирану были выплачены сотни миллиардов долларов. Если бы я не прекратил ту сделку, ядерное оружие было бы использовано против Израиля и по всему Ближнему Востоку, включая наши дорогие американские военные базы. Фальшивые новости, вроде легковесного журналиста Дэвида Игнатиуса из Вашингтон-Пост, любят говорить о JCPOA, зная, что она была опасной и полным позором для нашей страны. Если сделка состоится при Трампе, она гарантирует мир, безопасность и защиту не только Израилю и Ближнему Востоку, но и Европе, Америке и всему остальному миру. Это будет то, чем весь мир будет гордиться, вместо лет позора и унижения, которые нам пришлось терпеть из-за некомпетентного и трусливого руководства. И традиционно Дональд Трамп обвинил демократов. Демократы делают все возможное, чтобы навредить очень сильной позиции, в которой мы находимся по отношению к Ирану. Несмотря на то, что Первая мировая война длилась 4 года, 3 месяца и 14 дней, Вторая мировая война длилась 6 лет и 1 день, Корейская война длилась 3 года, 1 месяц и 2 дня, война во Вьетнаме длилась 19 лет, 5 месяцев и 29 дней, а война в Ираке длилась 8 лет, 8 месяцев и 28 дней. Они любят говорить, что я обещал 6 недель на победу над Ираном. И на самом деле, с военной точки зрения, это произошло гораздо быстрее, но я не собираюсь позволять им торопить Соединенные Штаты с заключением сделки, которая не настолько хороша, какой могла бы быть. Я читаю в фальшивых новостях, что на меня оказывается давление для заключения сделки. Это неправда. На меня не оказывается никакого давления, хотя все произойдет относительно быстро. Время не мой противник. Единственное, что имеет значение, это то, что мы, наконец, спустя 47 лет исправим беспорядок, который другие президенты позволили случиться, потому что у них не хватило мужества или дальновидности сделать то, что нужно было сделать по отношению к Ирану. Мы в этом деле, и все будет сделано правильно.
И мы не позволим слабым и жалким демократам, всем предателям, которые годами говорили об опасности Ирана и о том, что нужно что-то делать, но теперь, поскольку это делаю я, принижать достижения наших вооруженных сил и администрации Трампа. Это выполняется идеально, по масштабу, как в Венесуэле, только более крупная и сложная операция. Результат будет тем же. В мой первый срок я создал величайшую армию, которую когда-либо имела наша страна, включая создание космических сил. Во второй срок я правильно и разумно использую наши вооруженные силы, чтобы решать проблемы, оставленные нам другими, которые имели куда меньше понимания или компетентности. Сделаем Америку снова великой. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что недоверие Тегерана к Соединенным Штатам сохраняется. По его словам, соблюдение обязательств – основа содержательного диалога. Пезешкиан также отметил, что противоречивые сигналы со стороны американских чиновников воспринимаются в Иране как попытка давления. Соблюдение обязательств является основой содержательного диалога. Глубокое историческое недоверие в Иране к действиям правительства США сохраняется, тогда как неконструктивные и противоречивые сигналы американских чиновников несут горький посыл. Они добиваются капитуляции Ирана. Иранцы не подчиняются силе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция против Ирана еще не завершена, несмотря на истекающий срок двухнедельного прекращения огня. Наш флаг установлен от самых глубин сектора Газа до вершины горы Хермон, а наши пилоты контролируют небо региона как неоспоримое доказательство нашего превосходства над иранской осью. Мы еще не завершили задачу, но мир уже признает нашу решимость защищать себя. Не только защищать себя, но и защищать человечество от варварского фанатизма. Маленький Израиль и наш великий друг, Соединенные Штаты, несут на своих плечах всю западную цивилизацию. Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в польский Гданьск, где его встретил премьер-министр Польши Дональд Туск. Лидеры прогулялись по историческому центру города и затем отправились на переговоры. Главные темы встречи – безопасность, оборона и сотрудничество между Францией и Польшей. Вероятно, после решения США сохранить целевую блокаду Ормуза, особенно в отношении всего, что связано с Ираном, иранские власти изменили свою первоначальную позицию об открытии пролива. И я считаю, что это ошибка с обеих сторон. Затем последовали предупреждения и предупредительные выстрелы, из-за чего экипажи развернулись назад, и они поступили правильно. Со стороны Франции не было ни ущерба, ни пострадавших. Все это не должно привести к эскалации. Напротив, это должно подтолкнуть нас к закреплению того, что было достигнуто в пятницу, безусловного открытия без отбора, без пошлин Ормузского пролива. Мы должны продолжать снижать напряженность и добиваться открытия этого маршрута, важного для международной торговли и мировой энергетической безопасности. Также потому, что последствия напрямую отражаются на жизни наших сограждан в Польше, во Франции, по всей Европе и даже во всем мире. Наша позиция остается прежней. Необходимо решать вопросы дипломатическим путем. Все должны успокоиться, мы должны вернуться к решениям, которые были согласованы в пятницу. Мы должны как можно дольше сохранять режим прекращения огня, включая Ливан, и выработать прочное мирное решение через переговоры по ядерному вопросу, баллистическим ракетам, Ормузу и остальным темам. Факт в том, что Владимир Путин и Россия стали явными выгодоприобретателями войны. Высокие цены на топливо, совершенно ненужные конфликты внутри НАТО и западного сообщества, а также решение, которое я не до конца понимаю, продлить исключение из санкций на российскую нефть нашими американскими друзьями. Все это показывает, что эта война никому не выгодна, и ее скорейшее завершение отвечает интересам всех нас, особенно западного сообщества, но также и граждан, потому что цены на топливо затрагивают не только государство, но прежде всего миллионы людей. Уже позже Эммануэль Макрон и Дональд Туск встретились с Лехом Валенсой, бывшим президентом Польши и легендарным лидером движения «Солидарность», сыгравшего ключевую роль в падении коммунистического режима. Встреча состоялась как символ поддержки европейского единства, демократии и исторической памяти. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что старается поддерживать отношения с президентом США Дональдом Трампом, хотя назвал их непростыми. По его словам, в закрытом формате диалог проходит лучше. Наши личные отношения, какие есть, такие есть. Марк Рютте и я, вероятно, единственные на данный момент, кто может говорить с ним в относительно доверительной и позитивной манере. У других, по каким бы причинам, возможно, больше проблем с ним. Я стараюсь поддерживать хорошие личные отношения, понимая, что у нас разные обязанности. Он склонен сосредотачиваться на Америке, а я — на Германии и Европе.
Я ему это тоже говорю. У меня есть к нему доступ. Во всяком случае, когда двери закрыты и прессы больше нет, все становится лучше. Но все равно не очень хорошо. Это просто трудно. Я за него не голосовал, меня никто и не спрашивал, но он президент Соединенных Штатов Америки, и канцлер Германии должен стараться более-менее ладить с любым президентом США. Именно это я и делаю. Тесные связи Канады с Соединенными Штатами когда-то были преимуществом, но теперь стали слабостью, заявил премьер-министр Марк Карни в видеообращении к стране. Безопасность нельзя обеспечить, игнорируя очевидное или преуменьшая вполне реальные угрозы, с которыми сталкиваемся мы, канадцы. Я обещаю вам, что никогда не буду приукрашивать наши проблемы. Вместо этого я буду говорить с вами прямо и регулярно о нашем плане, почему мы делаем то, что делаем, что работает, что нет, и что мы собираемся делать дальше. Итак, вот текущая ситуация. Мир, как я уже говорил ранее, стал более опасным и разделенным. США фундаментально изменили свой подход к торговле, подняв тарифы до уровней, которых не было со времен Великой депрессии. Многие наши прежние преимущества, основанные на тесных связях с Америкой, превратились в наши слабости. Слабости, которые мы должны исправить. Куба вновь оказалась в центре международной дискуссии. На встрече в Ганновере канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не видит оснований для вмешательства США в дела острова. Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва назвал многолетнюю блокаду Кубы мировым позором и призвал решать конфликты дипломатическим путем. С моей точки зрения, я хотел бы просто добавить, абсолютно не просматривается никаких оснований для вмешательства на Кубе. Несмотря на все внутренние проблемы, с которыми Куба сталкивается при коммунистическом режиме, не существует никакой явной угрозы третьим странам за пределами Кубы, и именно поэтому я не вижу, на каком основании здесь могло бы состояться вмешательство. Я могу лишь настоятельно посоветовать. Если существуют конфликты, если предпринимаются усилия добиться перемен, в том числе в вопросах свободы передвижения, открытых границ и прав человека, то этот путь следует проходить дипломатическими и мирными средствами, а не без необходимости начинать здесь новый конфликт в мире, который только создаст дополнительные проблемы. Но способность защищать себя не означает наличие права военным путем вмешиваться в другие государства только потому, что их политические системы не соответствуют тому, чего кто-то ожидает. В этом отношении ситуация, на мой взгляд, ясна. Но я не думаю, что у Соединенных Штатов Америки есть какие-либо основания начинать такую операцию. Во всяком случае, я надеюсь, что те конфликты, которые уже начались, будут как можно скорее завершены мирным путем и что к ним не добавятся новые. Важно понимать, что Куба является жертвой 70-летней блокады, которая является мировым позором. Мировым позором является то, что страна после революции не получила возможности самостоятельно определить свою судьбу, потому что одна держава навязала ей блокаду, идеологическую блокаду против Кубы. Поэтому я против любой блокады. Я против любого вмешательства в любую страну. Я против этого на Кубе. Я против этого в Германии, в Бразилии. Я против этого где угодно. В конечном счете, если мы и дальше будем верить, что должен господствовать закон сильнейшего, то такое уже происходило в мире раньше, и это не сработало. Мировая сенсация. В Apple объявили о смене эпохи. Тим Кук покидает пост генерального директора компании. С сентября 2026 года его место займет Джон Тернус, который сейчас отвечает за разработку аппаратных продуктов. Сам Кук перейдет на должность председателя совета директоров. Тим Кук возглавлял Apple с 2011 года после ухода Стива Джобса. За это время компания стала одной из самых дорогих в мире, укрепила позиции iPhone, Mac и сервисного бизнеса. Джон Тернус считается одним из главных инженеров Apple и давно назывался возможным преемником Кука. Теперь именно ему предстоит вести компанию в новую эпоху технологий и искусственного интеллекта. Инвесторы уже отреагировали на новость снижением акций, а эксперты называют это решение историческим моментом для всей индустрии. Осенью мир увидит первые шаги Apple под новым руководством. Американский военный корабль прошел через Малакский пролив, один из самых загруженных морских маршрутов в мире. По данным ВМС Индонезии, транзит состоялся 18 апреля и осуществлен в соответствии с международным правом. Речь идет о судне USS Мигел Кейт, которое действует в составе 7-го флота США в Индо-Тихоокеанском регионе. В американском командовании уточняют, корабль выполняет плановые задачи, при этом его дальнейший маршрут не раскрывается по соображениям безопасности. В начале апреля корабль проходил техническое обслуживание в Южной Корее. USS Мигел Кейт — это не классическое боевое судно.
а многофункциональная плавучая база длиной около 240 метров. Она предназначена для размещения военных подразделений, управления операциями, а также поддержки авиации и малых судов. Через Малакский пролив проходит значительная часть мировой торговли и энергопоставок, а потому любые военные перемещения в этом районе внимательно отслеживаются как региональными государствами, так и глобальными игроками. Украина уже сегодня может восстановить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее о скором возобновлении поставок заявлял победитель выборов в Венгрии Петр Мадьяр. По его словам, работа магистрали может быть восстановлена в ближайшие дни. Что я могу сказать украинскому президенту? Мы не знакомы. Мы не разговаривали ни по телефону, ни каким-либо иным способом, но это не игра. Если нефтепровод «Дружба» пригоден для транспортировки сырой нефти, тогда пусть он, пожалуйста, откроет его в соответствии со своими обязательствами. И мы просим россиян подавать в него нефть, потому что без обеих сторон это просто не работает. У нас также есть информация, что это может произойти в ближайшие дни, как уже сообщали различные источники. Мы не будем поддаваться никакому шантажу, и я бы этого не рекомендовал. Повторяю, мы не знакомы, но я бы не рекомендовал украинскому президенту идти этим путем. Это то, что не примет не только Венгрия, но и вся Европа, включая европейских лидеров, что уже достигнутые соглашения потом пересматриваются, а европейских лидеров шантажируют. Так в Европе дела не делаются. Транзит был остановлен после повреждений, которые Киев связал с российской атакой в конце января. Через южную ветку «Дружбы» нефть получают Венгрия и Словакия, поэтому перебои вызвали напряженность в отношениях между странами. Если поставки действительно возобновятся, это станет важным сигналом для энергетического рынка Центральной Европы и снизит риски нового топливного кризиса в регионе. Петр Мадьяр начал жесткое противостояние с наследием Виктора Орбана. Он потребовал отставки ключевых чиновников, связанных с прежней властью, и дал им срок до конца мая. Мы ожидаем ухода марионеток Орбана со своих должностей. Будь то президент республики, председатель Конституционного суда, председатель Курии, глава Национального судебного управления. Не буду сейчас перечислять всех. Эти фигуры хорошо известны. 31 мая – крайний срок, до которого они могут подать в отставку. После этого мы примем меры, используя полученный нами мандат и законные средства, чтобы отстранить их от должности. Я уважительно прошу их, ради оставшихся крох венгерского правового государства и демократии, а также ради той репутации, что у них еще осталось, не ждать до 31 мая, а уйти сейчас. Кроме того, Мадьяр заявил о намерении сохранить членство Венгрии в Международном уголовном суде. Он подчеркнул, страна обязана выполнять решения суда, включая задержание лиц, находящихся в розыске по ордеру МУС. Я также ясно дал понять премьер-министру Израиля, что мы не отступаем, потому что мои коллеги изучили ситуацию, и мы все еще можем остановить выход из Международного уголовного суда до 2 июня. Твердое намерение правительства ТИСа — остановить это, чтобы Венгрия осталась членом Международного уголовного суда. Так что я не думаю, что кого-то вводил в заблуждение. Если страна является членом Международного уголовного суда, и человек, в отношении которого выдан ордер на арест, входит на нашу территорию, то этот человек должен быть задержан. Индия и Южная Корея хотят увеличить торговлю до $50 миллиардов к 2030 году. Об этом заявили в Нью-Дели после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна. Ли Джэ Мён прибыл в Индию с государственным визитом впервые за 8 лет. После официальной церемонии лидеры провели переговоры. Стороны договорились расширять сотрудничество в энергетике, поставках редких минералов, судостроении, металлургии и производстве микросхем. Также они вернутся к переговорам по торговому соглашению 2010 года. Сейчас товарооборот между странами составляет $27 миллиардов. Теперь цель почти вдвое больше. На территории археологического комплекса Теотиуакан недалеко от Мехико произошел инцидент с применением оружия. По официальным данным, погибла гражданка Канады, несколько человек получили ранения. После случившегося власти Мексики начали расследование. Президент Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям пострадавших и сообщила, что правительство поддерживает связь с канадским посольством. Теотиуакан – один из самых известных археологических объектов страны, которые ежедневно посещают тысячи туристов. Король Испании Филиппе VI в Мадриде принял президента Португалии Антонио Жозе Сигуру, который совершает свой первый официальный зарубежный визит после вступления в должность. Церемония встречи прошла в Королевском дворце. Позже запланированы переговоры с премьер-министром Педро Санчесом и официальный обед с участием королевской семьи. 21 апреля исполняется год со дня смерти Папы Римского Франциска, понтифика, ставшего символом перемен, скромности и открытости. Хорхе Марио Бергальо был избран папой в 2013 году.
Он стал первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом и первым за более чем 1000 лет неевропейским папой. Он выбрал имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского, отказался от роскошных апартаментов, предпочел простую резиденцию и стремился быть ближе к людям. Его понтификат запомнился жестами милосердия. Он помогал бедным, поддерживал мигрантов, посещал больных и призывал к защите человеческого достоинства. Особое место в его выступлениях занимала Украина. В декабре 2022 года Франциск не смог сдержать слез, говоря о страданиях украинского народа. Он также пытался реформировать церковь, усиливая прозрачность и ответственность, в том числе в вопросах злоупотреблений. На Пасху 20 апреля 2025 года Франциск в последний раз появился перед верующими с благословением «Урби et Orbi». Уже на следующий день Ватикан сообщил о его смерти. Год спустя мир вспоминает человека, который стремился говорить языком сострадания в эпоху кризисов. Его наследие – милосердие, скромность и забота о людях. 100 лет со дня рождения королевы Елизаветы II сегодня отмечают в Великобритании. Монарх, ставшая символом целой эпохи, родилась 21 апреля 1926 года и вошла в историю как самый долгоправящий британский правитель. На троне она провела 70 лет, до своей смерти в сентябре 2022 года. Она была рекордсменкой. Она была самым долго правившим монархом в британской истории. Она путешествовала дальше любого другого монарха. Она встретила больше людей, и в ней была некая вневременность. Поэтому она могла нравиться людям всех возрастов. Я помню ближе к концу ее жизни, когда она отправлялась в юбилейные поездки по стране, сколько молодых людей приходило ее увидеть. Особенно в возрасте от 18 до 25 лет. Хотя нам всегда говорят, что именно эта группа меньше всего интересуется монархией. В ней было что-то особенное. Она была последним главой государства, носившим военную форму во время Второй мировой войны. Было сильное ощущение, что она связана с историей, но при этом остается в контакте с настоящим. И это делало ее, думаю, уникально привлекательной для всех поколений. За годы ее правления страна пережила огромные перемены. Послевоенное восстановление, распад Британской империи, создание современного Содружества наций, политические кризисы, экономические реформы и пандемию коронавируса. При этом сама Елизавета оставалась символом стабильности и преемственности. Современники отмечали ее редкое умение соединять традиции и современность. Она служила в годы Второй мировой войны, лично водила армейский автомобиль, а спустя десятилетия легко становилась героиней телевизионных проектов и появлялась на открытии Олимпиады в Лондоне. По сути, она 70 лет управляла периодом упадка, одновременно позволяя Британии сохранять достоинство и держать голову высоко поднятой. К концу, думаю, она оставила страну и институт монархии в очень устойчивом состоянии. К столетию со дня рождения королевы в Букингемском дворце открылась масштабная выставка «Елизавета II. Ее жизнь в стиле». На ней представлены более 300 предметов гардероба. От свадебного платья до знаменитых ярких нарядов и шляп, ставших частью ее узнаваемого образа. Выставку уже посетили король Чарльз III и королева Камилла. Также в Лондоне сегодня представят финальный проект национального мемориала Елизавете II, а в Ридженс-парке откроют сад ее имени. Вечером королевская семья проведет торжественный прием с участием благотворительных организаций, которые поддерживала покойная королева. По данным последних опросов, Елизавета II остается самым популярным представителем британской монархии. Более 80% жителей страны сохраняют о ней положительное мнение. Историки считают, что именно ее способность сохранять достоинство короны в период больших перемен стала главным наследием ее эпохи. Для миллионов британцев Елизавета II остается не просто королевой, а символом целого столетия. Компания Blue Origin провела запуск ракеты New Glenn с мыса Канаверал. Однако миссия завершилась лишь частичным успехом. Многоразовый ускоритель успешно вернулся и совершил посадку спустя около 10 минут после старта. Это важный шаг в развитии технологий повторного использования. Но основной груз, спутник связи Bluebird 7 компании AST SpaceMobile, был выведен на орбиту ниже запланированной. Спутник предназначен для создания глобальной сети мобильной связи прямо из космоса. По аналогии с проектами вроде Starlink от SpaceX. Запуск стал частью усиливающейся конкуренции между компаниями Джеффа Безоса и Илона Маска на рынке коммерческих космических запусков и спутниковых систем.